Я купил на AliExpress, наверное, самый крутой девайс в своей жизни. Объясню почему. Это универсальный пульт для кондиционера 1000 в одном. Да, он поддерживает более 1000 кодов, ну, вернее, от 0 до 1000, как-то так. 1000 кодов различных кондиционеров и практически подходит для всех кондиционеров в мире. И все кондиционеры, которые я вокруг находил, я подбирал. И это работало. Я даже в кафе там в одном просто проклацал, нашел и отрегулировал как не нужно, это самая фишка. А почему я его купил? Дело в том, что от моего старого кондиционера у меня в домашней студии стоит очень старый DeLonghi или DeLonghi, не знаю, как он правильно читается, это, потому что это итальянская фирма. Ему около 20 лет, но он прекрасно работает, обслуживается. Но там уже пульт без крышечки, он умер, половина кнопок не работает, пожелтел и экранчик иногда гаснет. То есть, ну, за 20 лет должно было уже что-то с ним случиться. Я решил вот заменить это. Так что с обзором на канале Технозон. Мы на AliExpress, и стоит это действие $3. Всего лишь $3. Ссылка на проверенного продавца лежит в описании под видео. Есть их два варианта. За $3, ну вообще они одинаково стоят. Но у одного есть кнопка ОК, у другого есть кнопка EHAT. Короче, экстра охлаждение, нет, экстра нагрев. Ну короче, не столь суть важно. Я покупал с кнопкой ОК, она у меня правда выглядит как замочек, но это вообще не принципиально. Мало того, я даже в описании под видео выложу инструкцию. Я раздобыл инструкцию, полный перевод для автоматической настройки этого кондиционера. Но мы с вами сейчас все равно в близком бою. Я сейчас, в близком бою покажу, как это все дело выглядит. Что они здесь заявляются? Так, две батарейки 3A. Вот как он выглядит. У меня, правда, сзади он белый, а не серый, но это не столь суть важно. Есть у нас экранчик, тоже рассмотрим. Здесь инструкция на английском. Здесь, вот видите, представлены коды кондиционеров. Хотя он может подбирать коды и в автоматическом режиме. Не обязательно эти все коды смотреть. Главное запомнить, как в автоматическом режиме это все дело использовать. Ну что ж, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Ссылки на проверенного продавца в описании под видео. Ну а мы переходим уже, не распаковываем, рассматриваем вблизи и тестируем. Тестировать будем на 3 разных кондерах. Один вообще ноунейм Байлу, которого нет здесь вообще в перечне. Посмотрим, найдет он его или нет. И на моем стареньком, скажем так, DeLonghi. Если работает, вообще прелестно. Ну, смотрите. Вот пульт вблизи. Есть у нас, видите, здесь подсветочка, что у нас на торцах. Здесь инфракрасный, инфракрасный диод. Сзади он белый, работает от 2 батареек 3A. В комплект не входят. И те кнопки, которые у нас есть. Это включение-выключение. То есть мы включили. Теперь режим. Вентилятор. Это усиление, работа по регулированию мощности работы самого вентилятора. Есть режим авто. Ну, как на обыкновенных кондиционерных пультах. То есть есть все варианты работы. Теперь мануальный свинг, автоматический свинг, это у нас шторки, ну как шторка, не шторка. Fast Cool есть, Fast Head есть, Fast Head есть, Fast Cool это быстрое охлаждение, быстрое нагревание при поддержке вашего кондиционера. Таймер on, таймер off, и таймер on у нас регулирует, сколько он выставляет, через какое время он включится или выключится. Есть кнопка Set, есть кнопка Clock, и есть здесь в различных вариантах исполнения либо ОК, либо Fast Cool, либо вот такой вот замочек, который блокирует, если я зажму, то он заблокирует пульт. Вот, видите, замочек появился. То есть я могу его обратно разблокировать. Все, разблокировали настройки. Теперь у нас есть вот такой вот пульт. Это DeLonghi, его надо заменить. Здесь есть различные варианты для таблицы, но не на русском, на украинском языке. Ха-ха-ха, я обманул всех на украинском. Таблица соответствия кнопок к различной марке кондиционеров. Есть у нас настройка через задание кода вручную. Вот здесь вот видите, у нас перечень кодов. То есть для того, чтобы задать код вручную, нам достаточно зажать, давайте я подержу, зажать на 3 секунды. Сейчас. Вот, видите, у нас заморгал код, и мы можем просто-напросто вот таким вот вариантом выставить код. У меня сработал почему-то 999 код, это различные модели. То есть у меня кондер только что включился. Ха-ха-ха. А ну подождите, давайте нажмем Set, установим 999 код. И, ой, слушайте, реально заработал, сейчас выключится.
Да ладно, слушайте, что все так просто, что ли? А ну, включаем. Включился. Смотрим. Пошел включаться. Что за беспредел? Я не успел ничего сделать, а? То есть вот таким вот образом вы можете найти свой кондиционер в перечне, просто-напросто в перечне, и вбить. Через черточку означает, что, допустим, в Bosco есть модели от 274 до 277. То есть вы можете для Bosco перебирать различные кнопки. Но бывают ситуации, что пульт, например, от DeLonghi, у него пульт, вернее, у него здесь есть код 811, но он не подходит. Подошел из остальных брендов 999. Это какой-то универсальный код, скорее всего. То есть такое тоже бывает, поэтому перебирать придется. Но есть автоматический режим поиска. Это когда вы зажимаете сет на 6 секунд. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сейчас включится. О, пошел автоматический поиск кодов. В тот момент, когда включится ваш кондиционер, вы должны остановиться и нажать Set. Все. У нас кондиционер, опять же... А ну тихо. О, он и на какой-то другой код сработал. То есть вот он выключился. Ну, очень много схожих кодов. То есть оно сейчас включится. То есть мы его сейчас по сету настроили на универсальный какой-то тоже свой код. Давайте пойдем ближе к кондиционеру, попробуем просто-напросто поперебирать фунт. Конечно, мы сейчас с вами еще попробуем на Midea, попробуем на No Name кондиционере. Переключаем режимы. Так, это у нас режим вентиляции. Если режим... Да, если мы включим сейчас режим отопителя, у нас появляется желтый. То есть все работает, ребят. Все работает. Вот охлаждение включился зеленый. Кондиционер очень старый, но он настолько рабочий, настолько классно работает. Сейчас попробуем управление шторкой. Так, автоматический свинг, он начинает двигаться. Да, вот он, видите, двигается. Я могу его М-свингом остановить. Все, он остановился. Слушайте, ну он просто работает. Вот просто работает. Давайте выключим. Ну отлично, давайте чухнем на Midea и на мои кондиционеры в офисе. Там тоже попробуем. Смотрите, у меня здесь есть в студии стоит... Давайте чуть свет отверну. Слишком сильно засветы идут. У меня тут есть Midea. Старая, это напольные. Есть какой-то Байлу, и дистанционок от них вообще никаких нет. Мы сейчас в автоматическом режиме попробуем подобрать под них коды. Задерживаем на 6 секунд. Во-первых. Все, он начал менять и начинаем. Вот он пошел моргать так усиленно. Он сейчас коды перебирает. То есть вот таким вот образом происходит подбор в режиме в автоматике. То есть ты на это тратишь там буквально минут 10-15 в автоматическом режиме. О, да ладно, включился, слушайте. Включился. А ну пробуем. Меняем температуру. Температура меняется. Слушайте, вообще огонь. Так, что мы здесь? Видите, у нас здесь режимы. Сейчас попробуем режимы попереключать. Так, здесь кнопка режимы. Смотрите. Меняет. Так, Midea работает. Все, он Midea подхватил. Дальше, включение-выключение. Выключить. Включить. Вентилятор. Интенсивность. Он должен менять ее. Так, интенсивность. Как сделать так, чтобы... Интенсивность меняет. Температуру меняет. Слушайте, работает. Вот здесь еще и подсветочка есть, видели? Так, выключаем. Все, с Midea понятно. Теперь, ее можно вообще выключить. Теперь Байлу. Что такое Байлу? Тоже интересный вопрос. Вот к этому Байлу будет подобрать, наверное, немножечко тяжелее. Сейчас посмотрим. Во-первых, включим. О! У них с Midea один и тот же код, что ли? Они у меня включили одинаковый. Да, прикиньте. Сейчас мы подберем под него. Он на включение пока только сработал. Оп! Что так в окно? Все, подобрался, смотрите. Все меняет, смотрите. То есть мы регулируем кнопку, нажимаем переключение вентиляции. Есть, вернее, фан-контрол. Теперь режимы. Режимы меняются. Все отлично работает. Сейчас попробуем изменение температуры.
Так. Меняется. Смотрите. Ребят, ну работает. Так, выключаем теперь его. Все, выключили. И этот выключили. Ну, подобрали на 2 кондера. В конечном итоге могу сказать следующее, что это одно из самых крутых штук. Мы подобрали с вами коды, вернее подобрали на Delonge, он работает полностью совместимый и по кнопкам, и по раскладке кнопок, вот это немаловажно. Абсолютно все кнопки совместимы. Мы подобрали вообще на напольный кондиционер Midea, на какой-то Байлу, от которого мы даже не знаем, что это такое, что это за кондиционер. Мы его купили на какой-то распродаже. Ну... Советуем, рекомендуем, ссылки под видео. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.